Привет, мои маленькие любители кайтинга. И вот мы не удержались опять в межводном. Так уж вышло, что здесь прямо на одном споте есть 25-го года EVO SLS. Также приехал Володя Кайтфест, одевается, и накачал 22-го года EVO SLS. И, естественно, у меня есть Strive 11. И как же не сравнить эти кайты, которые стоят одинаково, и которые выглядят одинаково, и которые сделаны одним человеком. Мы, может быть, запишем сейчас какую-то водную часть и завтра покатаемся, а может быть, мы и сейчас покатаемся. Просто не факт, что мы выловим все три кайта. То есть, что произошло в целом? Если по шейпу визуально как будто бы нет сильных изменений, то по растроповке 1, 2, 3, 4, 5 точек крепления у EVO SLS 22 года. В 23-м, по-моему, тоже было 5, потому что у меня был EVO SLS 21 года, 23 года. Потом в 24-м, 25-м я уже взял Strive, решил попробовать изменить, так скажем, парадигму. Это, кстати, популярное слово сейчас. И я помню, что у Делаба было 7 точек, у SLS, а у обычного EVO 6 точек, а у SLS почему-то 5. Мне это как бы немножко, типа, больше точек, больше цена, круто там, все такое, но почему-то вот так было, не знаю. У 25-го года можно залететь, внутрь, я уже посчитал, там 6 точек крепления, и мы его сравниваем с Драйвом, у которого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 точек, как у Делаба. Собственно, многие говорят, что Драйв это, типа, с Делабом нужно сравнивать, но как бы окей, но по цене он, да, по весу он как Делаб, спору нет, SLS тяжелее, но по цене они соизмеримы с SLS, практически одна и та же цена. Можем здесь посмотреть на уши, вот здесь в перспективе, вот отсюда если смотреть. Давай тебе обращать внимание на уши, вот, собственно, Драйва и SLS, они так лежат еще удачно. Загиб уха как будто бы одинаковый. Я сейчас условной ладонью померяю. Нифига. Покороче вот эта финальная часть, которая вверх идет, но она и визуально тоже заметна. У Драйва покороче, то есть у SLS вот эта вот последняя часть острая, она раньше ломается, и она, собственно, длиннее вся. Но визуально хрен чего вообще отличишь. Я не знаю, опять же, что нового в SLS, это тест без подготовки, как и всегда. Может быть, он и не имеет места быть, но самое главное, это как он ощущаться будет при использовании. Человек, владелец, он уже был в предыдущем видео, Влад, он катается на харлемовской планке с 22-ми стропами. Но я хочу протестировать эти кайты во всех сетапах. То есть это 22 и 24 метра. И может быть там планки дуатон, планка Харлем, мы будем их как-то менять. Но я катаю, например, Харлем сейчас с дуатоновской планкой 24 метра, мне что-то нравится с кольцом. EVO SLS я вообще всегда катал на 22-х стропах. Зачем на 24-х стропах, прошу прощения. Зачем 22-е, не знаю. Потому что Харлем крутится, его можно, то есть я его пробовал на 22-х, прикольно, он на них крутится, то есть вопросов нет. А SLS я не уверен, что прокрутится, но мы попробуем, если хватит ветра и смелости. Ну что ж, возможно, мы сейчас что-нибудь даже отснимем и запишем. Итак, к нам присоединился, как тебя зовут? Рома. Меня зовут Кирилл. Влада вы уже видели, скорее всего, в предыдущем видео или в каком-то из них. Я Кирилл, меня зовут Кирилл, и я катаюсь на EVO SLS с 2021 года. Я на EVO SLS катаюсь с какого? С 23-го, наверное, или с 24-го. И у тебя были 23-й, 20... У меня был, получается, вот сейчас вот это 24-й, у меня был то ли 22-й, то ли 23-й. Ну, короче, у тебя уже второй EVO SLS. Да.
У тебя Ну, у меня первый, буквально 2 недели как. первый и, возможно... Я могу рассказать, почему он у меня второй, но может быть попозже или сейчас. Давай можно. все сразу. Потому что он у меня аж бахнул прям практически в воздухе. Да. На второй день каталки, блин. Потом я его долго ждал замены. И, ну, в принципе, как бы профит такой, что я где-то год с лишним откатал на том, котором на штопанном кайте. Причем мы когда его заштопали, Леха сказал, что не получилось его совместить ровно по заводскому разрыву. То есть такое ощущение, что он был, была нарушена технология. И получается, то есть он был с напряжением сшит. И он бахнул просто в этом месте. И после того, как он его зашил, я его несколько раз просто он у меня падал даже на землю, ему ни хрена не было. Прикольно. То есть это Вот. Получается... Потом на воду, естественно, я его ронял постоянно. Ну как постоянно? Ну, то есть. было дело. Да. Короче. Понятно. В общем... То есть я его не жалел потом, как бы, ну потому что я понимал, что мне его поменяют сегодня или завтра, как бы, что я его И жалею. он как назло не Вот. рвался. А поменяли мне его через год, вот, собственно говоря, вот на этот кайт. Уже на новый, потому что старого уже не было. Да, Ну, типа предыдущего года. да. Ну, скорее да, всего, да. был 23-й, наверное. Ну, не суть. Да, наверное, 23-й. Смысл в том, что так совпало, и мы все-таки решили в этот же день снять еще один тест. Вот у нас есть Володя Персук, Кайтфест школа. Он катается на 11-м ВСЛС, но 22-го аж года. Перед каталкой мы посмотрели, что у них там изменилось. Ну, грубо говоря, только в растроповке я увидел наконец-то 6 точек на 25-м. И 5 было до этого, до 25-го года. То есть будем считать, что с 22-го, 23-й, 24-й плюс-минус ничего не менялось, хотя в 24-м заявляли, что что-то поменялось. В общем, не знаю. Но хочу послушать от ребят. И также мы в ту же категорию еще засунули Харлин Трайв, все на 24-х стропах, хотя ребята катают и просят как бы тоже попробовать на 22-х, мы это, возможно, запишем, но пока тест на 24-метровых стропах. Рома, может быть, начнет как опытный СЛС-завод. Да. Что ты в принципе, почувствовал? что могу сказать? Я взял, значит, после своего Эва, я его, кстати, ни разу не катал на 24-метровых стропах. Всегда 22 так случилось, да. Что сейчас я взял просто новую планку и думаю, сейчас сразу отвяжу. Но с Кириллом договорились, что покатаемся все на 24-х, потом на 22-х. Вот. Я не очень понимаю сейчас разницу между 24-м и 22-м, потому что я сегодня не катал, а до этого я его Мы не сравниваем катал, разницу да. строп, давай разницу кайтов сейчас. У нас Вот я просто хочу объяснить, потому что я не очень сейчас понимаю, что происходит. окей. Вот. То есть я откатался на своем на 24 стропах, потом взял 25-й год, 25-й год ВСЛС. Мне он показался, то есть на нем меньше давления на планке. На было. 25-м? Да, на 25-м. Ну, как мне показалось. Чуть меньше, ну, может быть, по ощущениям, у него агрессивный был, ну, хелик такой, да, то есть... Более агрессивный на 25-м? Он быстрее был, как бы, но не такой тяговитый был. На 25-м? На 25-м, да. Не знаю, мне так показалось. Так, интересно. Вот. И самое интересное, что я не особо понял разницу между Трайвом и Эво 25-м. Вау, понятно. Вот это примерно мощно. те же самые вот ощущения это мощно, были. вот это мощно. Тогда, раз ты сюда... Но мне кажется, да. нет, ну может быть, он был чуть-чуть побыстрее в лупах. Кто? Трайв? Трайв, да, может быть, чуть-чуть. Но То вот есть и прям это прыгал такие ты- ощущения И какие-то. прыгал ты прям на всех одинаково. Нет, прыгал я на своем, мне кажется, выше, но потому что как бы я просто не... Потому что как бы, свой. потому что он свой, как бы, и мне его как бы, ну, не то чтобы не жалко, да, то есть я понял, что если это свой и что-то с ним случится, это мой. А если случится что-то с кайтом не своим, то То он твой. он мой, да, то он Да. станет моим. Смотри, я со стороны, наблюдая за тобой прыжками, для меня очевидно было, что ты прыгал выше на СЛСах и Мгм. ниже на Трайве. Для меня это было очевидно. Может быть, но нет. Ну, А мы потом посмотрим. у тебя онлайн ты не смотрел. Ну, я смотрел, но сейчас не знаю. Хорошо, я скажу последний. Сейчас Влад, он расскажет. Ты 24-й не катал? Не-не-не, это у меня первый Да, СЛС, возьми. 2 недели. Давай. Ты катал, соответственно... На бандите. Нет, это все Да, мы... это- Нет, мы говорим сейчас про то, что мы сейчас тестировали. А, Ты катал на 25-м году, ну, Да, в твой да. кайт, и потом взял драйв впервые в жизни, Да, на 24-х стропах. да. Но свой ты катаешь на 22-х. да. Ну, сори, короче, вот... Ну, может быть, не, ну, я как неопытный эвовод, да, ну, мне кажется, вот Трайв такой, знаешь, это Эво, который проснулся вот в хорошем настроении. Он такой
во всем, короче, подружелюбнее, полегче. Подружелюбнее. Да, однозначно. Так. То есть, ну вот у меня есть там ошибка, там, когда вылетаешь, там, не знаю, выше 5 метров, забываешь немножко кайт сзади. Эвик мой что говорит? Накосячил? Получай. Получай. И, ну, как бы, да, Да. бывает. Тут я тоже, ну, кстати, ну, пытался прыгать одинаково на своем и на чужом. Та же ошибка. Я вылетаю, вижу, что он уже позади, а он мне такой: братан, сейчас исправим. Понимаешь, он как-то так, хоп, он вроде меня и не догоняет, или догоняет, или не догоняет, но он чутка быстрее именно вот на тот момент, чтобы мне не разложиться об воду, а приехать, встать и увезти. Так и есть, он быстрее, поэтому ты успеваешь из косячного трюка вернуть кайт туда, куда нужно, и больно не разбиться. Это факт, как бы здесь нету ни одного человека, ну, кроме Ромы сейчас, который сказал, что все одинаковое. Ну, ладно. Ну, еще раз посмотрим. То есть я сейчас сравню, ну, свой на 22-х и этот. Да. Ну, пока да, давайте это. Ну, тем не менее, ты говоришь то, что все говорят. То есть и то, что я чувствую, ну, это как будто уже объективно. А как то он рулится, крутит? То есть он просто вот... Вокруг стропы, ось, да? Он вот на одном ухе. Да. Им можно Да, подруливать. да. И что мне в этом понравилось, то, что, ну, если у тебя есть короткое расстояние разогнаться, вот этим вот там крутилкой на низком кайте очень быстро разгоняешься, набираешь ходы. Еще раз, какой на траве. Нет, еще раз, что ты делаешь кайтом? Кайтом что ты? Не намахиваешь его, да, а, грубо говоря, в пауэр-зоне его разворачиваешь. И... лупом, что ли? Да. Ну, луп, понятно. У него просто луп побыстрее, без толчка. Да. Мягче. И не страшно, и прикольно, мягче, и быстро, да. Мягче. Это так. Ладно, тогда придется мне сказать. Все-таки я ивовод старинный. С первого у меня был, ну, я опять повторю эту всю историю, у меня был ЭВС ЛС 21 года, самый первый, я в него поверил и вообще не пожалел, лучший кайт в моей жизни. Потом у меня был 23-го года, я через 2 года кайты покупал. И в 25-м или там 24-м я решил все-таки, да, в 24-м, взять себе, ну, что-то новое, надо что-то экспериментировать и так далее. Начнем с того, что я вышел сначала на 25-м году, да, для меня, и вышел я, это очень важное замечание для меня, на планке с кольцом. Если вы, парни, как бы не в курсе, то есть дистрибьютор на вот этих планках. Он делает кайт, ну, на мой взгляд, и в целом тоже есть согласные, помягче, желеобразнее такой, он расхлябанный, потому что планки до 22 года имели жесткую стяжку, помните, если... Да, ну, жесткий Y. Да. Сейчас вот планка, на которой 25-го года твой кайт был, ты его, кстати, не катал на ней, получается, он именно на кольце. Там, я не знаю, дает оно жесткость или не дает, но вот взяв Ромин кайт, по идее, я ждал ощущений, ну, сейчас вообще не почувствую разницы. Настолько колоссальная для меня была разница, что твой кайт просто был, я его не чувствовал, он был мягкий, как будто я не Evo SLS взял. То есть Evo SLS для меня супер точный, в меру жесткий, ну, вообще один из моих любимых кайтов в целом. И особенно в 11 размере. Я к нему прикатан, я чувствую его на разных планках по-разному. И вот этот момент тоже я ко всем обращаюсь, то есть поставив другую планку с разным расхождением. Расхождение может быть сделано по-разному. Кстати, вот я его катал на этой планке я его катал первый раз. Я катал обычно на старой планке, и там был жесткий дистрибьютор. Ну, до сегодня. И ты разницу не почувствовал? А я, ну, это было не одномоментно же. Если бы я его сразу бы, да, поменял бы, я бы, может быть, и понял. Так я не понял. Ну, то есть... Ну так вот, и тут надо тестить, короче, все заново. То есть ставить на твой кайт. Ну и врезочка в середине видео. Мы уже на благе, это вот спустя там 2 недели, возможно. Просто чтобы показать по поводу этих расхождений дистрибьюторов. Вот у меня здесь планка 22 года, здесь 23-го, 24-го, вот этого 25-го года последняя. Дуатоновские трастбары, все это. И вот здесь все 3 разных расхождения, которые были в целом и у меня в использовании, и на тесте. На тесте вот эти 2 были. Это вот старое жесткое расхождение. Вот оно здесь многим знакомое на старых планках. Оно там чуть менялось, но смысл остается тем же, что здесь идет одна стропа.
центральная, а потом только они раздваиваются. Вот после этого жесткого металлического, так скажем, не знаю, цилиндра. И вот та планка, которая убила мой филинг от SLS, это с съемным дистрибьютором, который кайт стал ощущаться как на V-планке больше, то есть нет такой жесткости, что ли, к которой я привык. Она ощущается в основном на больших размерах кайтов, то есть на 8-ке там D-Lap у меня была, я катался с таким дистрибьютором и не чувствовал каких-то проблем, может быть, из-за жесткости кайта маленького или вообще в целом Алулы. Но на больших размерах я перестал вообще любить, собственно, кататься на этой планке. То есть я не чувствую кайта, мне совершенно не нравится его как бы отдача, поведение и так далее. Вот последняя вариация планки Trust Bar. Они выпускают и такую версию, это типа SM, это ML, а-ля Big Air. Здесь вот по сути тоже. С одной стороны условно жестко там закреплено, с другой стороны просто кольцо, чтобы вот такое же кольцо. Но попробовав потом поставить на Romin кайт на 11-й EVO-SLS 24 года не вот такое расхождение, а свою планку вот с кольцом, кайт стал, я не знаю каким образом, ощущаться и интереснее, лучше, при том же самом ветре, как бы, я не знаю что. То есть у меня в целом вот это вот кольцо почему-то ближе по ощущениям к вот этому жесткому старому расхождению. Не знаю как, но в общем, я опять же большие размеры сейчас катаю все, что на Y, вот с этой планкой мне в целом удовлетворительно. Как бы нормально, вроде какой-то жести нет, как бы неприятно. И вот как это было вот с таким пластиковым, как это работает, не знаю, короче. И возвращаюсь. Планку нормальную, ну как я считаю, которая его не расхлябывает, вот это вот. Потому что я свой 23-го года кайт докатывал на 22-го года планки специально. Потому что очень портит этот дистрибьютор, конкретно EVO-SLS точно. И более того, драйв я катаю 11-й на тоже дуатоновской планке с жестким. Ну то есть, потому что он становится по сбитию, поточнее, и мне проще с ним, ну как бы, подружиться. В смысле моих трюков кайт пожестче становится, он как будто лучше держит, там, ну то есть какой-то такой. И еще момент, если отвязываться, допустим, от там, планок и всего остального, чисто про кайт сказать. EVO-SLS, выше я на нем прыгаю, дольше я на нем зависаю, да, он жестче, но вот в слабый ветер, например, я бы выбрал всегда EVO-SLS против драйва. Он раньше начинает тянуть, на нем раньше можно начинать делать трюки. На драйве ты будешь, ну, возня будет, короче. Драйв любит передоз, любит сильный ветер, он раскрывается в нем. Если мне нужно будет катать сильный ветер, или, например, я участвую в соревнованиях, и мне нужно один кайт, я возьму драйв, как сильный ветер, я на нем могу и лупить, на EVO-SLS я не буду на 11-м лупить. То есть на драйве 11-м в поддержку, вон, джедай лупил на 13-ке в поддержку, то есть есть видео, супер, реально вот кайт работает. Он менее заметно поднимает тебя, но быстрее бросает. То есть тоже, я не знаю, заметили или нет, я на SLS висел прям, ну просто там на 3 вращения, просто вишу. На драйве нужно прям больше ветра, чтобы это все прокрутить. И да, SLS потупее, в каких-то моментах это плюс, в каких-то моментах быстрый драйв будет вот как вот в твоем случае. Многие новички, допустим, назовем тебя новичком, да, ну в каких-то моментах, да. Они именно предпочитают драйв. Многие про тоже будут предпочитать, возможно, драйв, потому что они захотят лупить там на нем, все делать, или им будет просто нужен быстрый кайт. Что-то между, это SLS, его могут выбрать, ну, другая часть аудитории, в том числе и я, именно в 11-м вот размере, он прям, я считаю, что более для всех в плане вот прогресса, какого-то, ну, потупее, помедленнее. Ну, кто-то находит скорость, опять же, повторюсь, как плюс, кто-то находит как минус. Опять же, какие задачи. Сори, что долго, и опять это все про одно и то же, но тут по делу, потому что мы действительно тестируем наконец-то. Но они настолько, вот при всем этом разнице, они тоже настолько они похожи. Мне вот прикатываться к драйву вообще не пришлось. Понятно, что это не там какой-нибудь Редин или Рич или какой-то бандит. Понятно, что это один дизайнер, но представь, я еду на драйве и думаю,
Вот, Ральф, интересно, а нахрена вот я взял этот кайт, нахрена ты сделал, это совершенно другой кайт. Я чувствую драйв совершенно другим. Ага. Ну, просто для меня совершенно другой. Я понимаю формы, да, все, но я чувствую его, ну, просто по-другому. И мне требуется, у меня много видео, как я прикатывался к драйву, уже почти больше полугода. И все равно, ну, то есть, пересаживаться с одного кайта на другой бесконечно, вот как для тестов, это супер сложно. То есть эти тесты минутки, они, вообще такое себе. Надо прям покататься, чтобы полностью там прикататься к кайту, его все грани, так скажем, исследовать. Но тогда мы видео не будем выпускать, будем полгода тестить, потом просто в один момент все сольем. Поэтому А это уже устарело. это уже будет не актуально. Поэтому мы на хайпе пытаемся вот тестить все актуальное. Если есть что еще сказать... Конечно, есть. Пойдем катать на 22-х. На 22-х, да. Ром пойдет катать на 22-х. Я поеду. Поедет. Ну, мы, может быть, завтра утром еще допишем что-нибудь на 22-х. С удовольствием, с удовольствием. Мы будем здесь, если что, мы будем здесь завтра с... это уже никто не Нет. Это вы будете утром, я утром не буду. Все, окей, тогда ты докатываешь сейчас, Да. если что, мы тебя запишем, если будет что-то новое сказать. Хорошо. Спасибо.